Загаданный мужчина, его чувства и мысли о тебе сейчас. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы сделаем глубокий расклад Таро на чувства и мысли мужчины, который живет, сидит, находится или выходит на связь. Для вас в вашей голове, возможно, в сердце. Вы чувствуете, что он как будто бы не отпускает. Вы ловите сигналы, интуитивные ощущения, возможно, сны, предчувствия, грезы, а он молчит. Или ведет себя, как будто ничего не происходит. Но ведь вы знаете, что карты Таро никогда не молчат, и сегодня мы узнаем все, что он думает о тебе, что чувствует, чего боится, чего хочет, о чем мечтает, что будет делать, и все, что выйдет из потока на картах Таро наружу для вас сегодня. Вы готовы? Тогда давайте начнем. Друзья, давайте для начала посмотрим вашу ситуацию, что происходит между вами сейчас. Я вижу, что ваши отношения немножко приболели, да. Может быть, немножко ухудшились, охладели, может быть, вы отвернулись от него спиной. Может быть, ваш мужчина повернулся спиной к вам, да, такое тоже часто бывает. Может, вы друг к другу спиной повернулись, да, и таким образом ваши отношения не стали здоровее, как говорится. Что еще тут есть? Непонятное ощущение, то ли вы хотите примириться, то ли вы хотите освободиться, то ли это я так чувствую из потока, то ли вы не понимаете, нужны ли вам эти отношения, не нужны, буду, не буду, хочу, не хочу, еду я в Израиль, или я в Израиль не еду, как говорится, да. То есть, такое, туда-сюда. Тем не менее, освобождение, как минимум, может быть, какая-то тайна стала явной, и вы вроде бы как стали холоднее. Вот пока что у меня такое ощущение, что вы как два поодиноких метелики, да, две одиноких бабочки, ширяете, да, парите в каком-то пространстве, да. Давайте дальше смотреть, что дальше идет. Дальше идет урожай, будет какой-то результат. Вы ждете какого-то результата и от чего-то хотите избавиться в отношениях. Вам нужно было, чтобы все было хорошо, но прилагать усилий как-то уже не особо охота, да? Каждый из вас ждет инициативы. Вы ждете, что он проявит инициативу, он ждет, что инициативу проявите вы. И таким образом пока что результат не достигнут. И крест. Отношения не были легкими изначально. Не были они легкими, судя по этой карте. Не стали и не есть легкими, и не обещают быть легкими. Прямо сейчас такое ощущение, что есть какой-то крест. Да? Что такое крест? Может быть препятствия, может быть какие-то узлы, может быть проблемы, в котором вы двигаетесь и... так скажу, что по предчувствиям того, что вы хотите освободиться, да, то для результата отношений нужно приложить столько усилий, что уже реально непонятно, уйти или остаться, а нужно ли проявлять инициативу. Такое, знаете, вроде бы как все не очень и хорошо, но непонятно, а стоит ли дальше, да. И оно и как бы и становится от этого не легче, да. Давайте посмотрим еще одну карту, как дух видит эту ситуацию. Или высшие силы. Да, дух вообще видит, что все, капец, конец, коса, косец. Да, бывает такое, что... на здесь и сейчас для чего-то ж вы смотрите эти карты, и вам может быть легче. Если вам легче, напишите: да, я увидел или увидела косу, и мне стало легче. Кстати, этот расклад Таро для мужчин тоже подходит. И можете смотреть как, со своей стороны, так и со стороны как бы на себя, так тоже можно смотреть. То есть, высшие силы говорят: а что ты мучаешься?
Ты чего это, малыш, да? Ты чего это волосики не помыла, да? Помой голову и станет легче, да, шампунем яичным пройдись по своим волосам, да. Ну, такое, нужно облегчение какое-то. Облегчение какое-то вам. Карты Таро говорят, отсекай и живи легко и непринужденно, да. Или так. Ну, не выходит на связь, ну, приболели отношения, ну, да и фиг с ним, да. Так тоже бывает, кстати. Иногда вот высшие силы делают паузу в отношениях для того, чтобы не ухудшить, а улучшить. Поэтому я скажу так. Высшие силы говорят вам, прекрати пока. Да, вот прекрати. А что прекратить, вы сами решите. Давайте немножко, як кажуть українською, зануримось, да, или углубимся в его внутреннее состояние и энергии по отношению к вам. Вот что происходит в его сердце, когда он вспоминает тебя, да? Но когда он тебя вспоминает, он чувствует, что вы единое целое, что вы семья. Ему становится легче, ему становится спокойнее, и он становится более целостным, да, то есть более единым целым, да, вот так вот. То есть что происходит в его сердце? Он успокаивается. Окей, он успокаивается, и это хорошо. А вот есть ли в нем сейчас вот там тоска, да, или эмоциональное притяжение к тебе? Ну, тут карта очищения, но здесь очень много воды. Он, с одной стороны, хочет очиститься, освободиться, а с другой стороны, не может без тебя. Поэтому в нем есть и тоска, и эмоциональное притяжение одновременно. Но с ним же есть и желание освободиться. Будем пытаться разобраться, из потока что-то придет. Почему так? Есть глубокое противоречие, да? А вот что он переживает, да, вот сейчас, например, но скрывает даже от себя на самом деле. Переживает он вашу целостность. И переживает он семейное какое-то. Что-то вот он считает ваши отношения единым целым. И переживает, что он вырвет, вот, допустим, с клочьем это дерево, и оно больше не принесет урожай. Что он, например, поставит крест на отношениях, и дерево зачахнет без воды, там, без корней, без коры, без листьев. Да? У меня такое ощущение, что он переживает от себя, что он губит эти отношения. Может быть, вы вместе губите, но вот он переживает именно это. Да? Чувствует ли он, что, вот, например, вы все еще связаны, да, вот корнями, кроной, крестом вот этим, да, может быть, вот этим урожаем. Инициативу проверяем. Да, он чувствует, что вы связаны, но, по-моему, вот если мужчина, то он будет ревновать к сопернику. Скорее всего, он тебя ревнует. Такое тоже бывает часто. Ну, у женщин может быть тут такое, да, то есть женщина может иметь себе какой-то запасной вариант, и мужчина либо подозревает, либо просто вот, ну, может быть, этим манипулирует, да, такое тоже бывает. Мужчины иногда там берут и манипулируют ревностью. Бывает, кстати. А вот как его душа реагирует на твою энергетику прямо сейчас? Чувствует препятствия и не решается их преодолеть в душе. Вот поэтому и очищение идет, видите? Он чувствует эти трудности, видите, на крест ложится гора, поэтому для него эти отношения, ну, в них есть сильное препятствие, да, вот. Давайте со стороны духа посмотрим на его внутреннее состояние, вот как силы духа видят его внутреннее состояние сейчас. Ну, такое, как будто бы темная кошка перебежала и что-то испортила. И вообще духи видят намного больше внутри него, но пока не готовы сказать, не готовы открыть пока. И черная кошка видит в абсолютной темноте. Давайте будем изучать, и они будут нам открывать потихоньку, вот как по мере кошка наблюдает, да, за мышкой в абсолютной темноте, да, видит ее
Сперва там отблески, да, какие-то там тепло ее видит и так далее. Так и мы постепенно подойдем к каким-то тем граням, которые нам так или иначе откроют его глубинное состояние, благодаря которым мы проанализируем его истинное состояние и его истинные энергетики. Вот мысли о тебе, день, ночь, внезапные вспышки, да, вот что он думает о тебе, просыпаясь утром, что думал о тебе утром сегодня, вот когда проснулся. Вот она вспышка, и я так скажу, ему снилась с тобой близость, да, то есть у него был такой мощный энергетический импульс, да, и сосредоточивание большое сосредотачивание энергии в районе второй сексуальной чакры, да, второй чакры Свадхистаны. То есть он желал с тобой близости, и его влекло к тебе. Возможно, сексуальная энергия здесь является и связующим звеном, но, может быть, она сейчас у вас и приболела слегка, да, вот эта связь. А вот если у него такие стабильные фантазии, мечты, связанные с тобой, в том числе и сексуальные, насколько они крепки? Смотрим. Ну вот насколько крепка связь у вас по сексуальной чакре. Здесь есть проблема. Видите, я как бы сказал, что заболело. Смотрите, кто гадает вдруг на порчи различного рода. Если вы подозреваете порчу, и если есть треугольник, то здесь могли закрыть сексуальный канал связи между вами. Гроб. Гроб – это закрытость, проблемы, если только единственно мужчина или женщина не болеет. Да, вот если вы не заболели, ну, бывает такое, да, вот, ну, приболел, да, и магия здесь ни при чем. Но это уже смотрите по ситуации, поскольку расклад общий, и я здесь вам даю общие подсказки, да, вот такой общий поток, где вы слышите резонанс, чувствуете или нет. А в какие моменты вот именно ты всплываешь, я вот хотел эту карту посмотреть, или выходишь, да, из этого ящика, всплываешь, в его голове чаще всего. Видите, это кора головного мозга все-таки, да, вот в его голове чаще всего в какие моменты ты всплываешь. Да, вот как только думает, да, о тебе, и он хочет сближения, он хочет с тобой общения, он хочет тебе написать, поговорить, как-то черкануть какой-то там месседж, может быть, пару минуток там по телефону, может быть, там переписаться и так далее, может быть, какую-то записку передать. В какие моменты, особенно когда он за рулем или управляет чем-то, да, может быть, даже компьютером управляет, но вот он постоянно, по сути, это постоянное движение. То есть, в какие моменты? Да постоянно, практически 24/7. Здесь так выпадает. Всадник – это поток информации, связь. То есть у вас есть ментальная связь, да, у вас есть сексуальная связь, которая страдает, но ментальная, информационная, психонейрологическая связь у вас она достаточно устойчивая. Вот о чем он жалеет вот в вашей истории, вот в этой, которая сложилась, да, о чем он жалеет? Но он жалеет о том, что не узнал правды где-то и где-то, может быть, не сказал правду, скрыл правду. То есть о правде, об информации. Видите, всадник рядом, здесь что-то скрытое есть. То есть о правде, да, о доверии каком-то все равно. То есть то, что сказал, не сказал, и то, что ты ему сказала, не сказал. Но смотри, тут если есть ревность, то может действительно не доверять. Вот давай спросим, какую мысль он гонит прочь, но она все равно возвращается. Ой, он гонит прочь мысль о своей несмелости, робости, немужественности, что вот не отстоял, не защитил, не проявил себя жестко, да, вот не повел себя как мужчина. Или не повел, ну, может быть, он сильно резко себя повел, да, такое тоже бывает, это обратная сторона медали, но больше о том, что он жалеет, о том, что он не воин, да, вот так вот.
Ну, такое, да, бывает, что мужчины и не хотят воевать особо, да, а бывает наоборот, лезут, как говорится, на рожон, но это говорит об отсутствии золотой середины и баланса души и разума всегда, о неуравновешенности каких-то энергий, и где-то он сплоховал. Мне почему-то кажется, что, скорее всего, он повел себя именно слабо, нежели сильно. Мне здесь такой поток. Если у вас было наоборот, где он вас давил, булил, да, тоже напишите в комментариях, мне интересно почитать будет. Окей, ну то есть смотрите, вот он жалеет о том, что либо очень сильно придавил вас, либо наоборот, ну как бы не проявлялся как мужчина. Ну, такой вот он, такой вот такое вот он жалеет, как говорится, да. Хорошо. Давайте посмотрим тогда. Что видят в темноте темные силы, да? Что видят темные силы в темноте? А в темноте темные силы видят жадность. Скорее всего, все-таки мужчина не проявлялся активно, потому что жадничал. А если и был агрессивен, то все равно жадничал. Мог очень сильно ревновать. Здесь ревность. Хорошо. Вот его чувства к тебе, вот настоящие, неосознанные, подавленные. Давай посмотрим. Проверим этот огонь, который горит вот здесь. И спросим, вот, есть ли в нем любовь, да? Есть ли в нем любовь? Она есть, но она под замком, и ключик, скорее всего, или у него, или у кого-то, но не у тебя. Не у тебя ключик. А вот почему он не показывает свои чувства? Да, он их не показывает. Смотри, вода перевернутая выпала, действительно. Ну, это я вот только что расклад делал, может, не так карту положил. Но все, что происходит случайно, оно не случайно. Почему он не показывает свои чувства? Потому что они закрыты. Видишь, гроб лежит, очищение и опять скорлупа. Они закрыты, эти чувства. То есть он их закрывает. Возможно, боится, возможно, кто-то старается здесь. И, ну, учитывая трио, если есть третий человек, там неважно, кто это, женщина или родители и так далее, вот, то почему не показывает свои чувства? Не готов пока, не открылся. Может, человек такой тяжелый, характер может быть скрытный, закрытый человек по жадности, это люди закрытые, да, вот такой почему-то поток идет. Но не готов он общаться, не готов общаться, рядом общение, всадник это общение. Хорошо, а что вот он, давай проверять, что он чувствует вот это вот, когда представляет тебя с другим, да, вот проверяем ревность, что он чувствует, когда представляет тебя с другим. Это его парализует. Смотри, то, что я говорил, он, скорее всего, нерешительный, этот человек. То есть оно его еще сильнее, там, знаете, как он конфузится, не знаю, как это его триггерит, да, но он конфузится и его это сковывает. То есть он становится бездейственный, парализованный и неактивный. То есть он еще сильнее закрывается, по сути. Да? А испытывает вот он ревность, обиду, сожаление, вот это вот огонь проверяем этот. Но здесь выпадает мастер. Во всяком случае, он очень красиво и мастерски это скрывает. Это скрытая карта всегда. Мастер – это скрытость. В любом случае, испытывает ли он ревность, обиду, сожаление? Да, скорее всего, он это все испытывает, но он над этим думает. То есть он как бы озадачен этим всем, да, он пытается в этом как-то разобраться, почему-то какие-то внутренние процессы идут, но он закрыт, очень сильно закрыт здесь. Еще раз говорю, это не обязательно магия, мы здесь сегодня не делаем с вами диагностики на магические влияния. Но если вы смотрите в контексте, читайте, как говорится, между строк. Вот почему его сердце до сих пор не может забыть вас. Потому что ему с вами классно, потому что вы женщина, сад, или мужчина, сад, да, садовник. Может, вы садовница, любите цветы, птиц, красивые какие-то сады, да, вот любите гулять в саду, ароматы любите, да, растения.
животных любите. Ну, потому что ему с вами классно было. И вот была какая-то прогулка в саду, где цвели глицинии, да, может быть розы, да, или, может быть, сирень. Но здесь больше глициниевый сад, а глицинии цветут там в начале, да, мая, в начале июня, в конце мая. Вот где-то так что-то было там. Поэтому не может он тебя забыть, потому что ваши отношения, подобно саду, были еще совсем недавно. Причина его жадности, о чем он, ну вот как бы не то, что жалеет, а чего он не хочет отдавать, чего он не хочет отдавать. Не хочет отдавать тебе энергию. Видишь, бумеранг – это возвращение энергии всегда. Не хочет отдавать энергию, судьбу, действия активное, видишь. Не хочет тебе, может быть, даже и мстить сильно, и обижать не хочет. Бумеранг не хочет отдавать. Вот давай спросим, вот что бы он хотел тебе сейчас сказать, но не решается. Да? Вот его несказанности такие посмотрим, недосказанности. Вот какое признание он бы сделал, если вдруг бы у него появилась вот эта смелость. Давай проверять ключи вот этого парня. Если бы у него была смелость, он бы тебе сказал, что ему так классно с тобой после того весеннего или летнего дождя, когда вы вместе ходили тем садом с цветущими цветами, поющими птицами, и любовались и радовались жизни, любовались радугой и наслаждались видами замка, моста, реки и природы, и чистого воздуха вокруг вас. За что он бы хотел извиниться, но не может? Вот это вода, очищение, извинение его. За то, что закрылся, за то, что робок, за то, что не хватило ума, мудрости, решительности и ответственности. И сил в том числе. А что бы он хотел услышать от тебя, но ты молчишь? Он бы хотел, чтобы ты ему открылась, пооткровенничала с ним. И он бы хотел услышать: «Я открыта для тебя всегда, мой дорогой друг». О чем он мечтает, но считает невозможным между вами? Вот он мечтает, да, но считает невозможным. Закрытость, да, вот здесь. Блокировки, вот они все. О чем он мечтает, но считает невозможным. Мечтает о близости, о сексе, но пока считает невозможным. Да что ж такое, тут прям блокировка от сексуальной энергии, ты посмотри. Вот здесь огонь, помните, перемотайте, послушайте, что я говорил, тут болезни и так далее, да. То есть у него как бы поднимается, да, вот эта энергетика, когда тебя нет. Как только ты рядом, у него пум, все. Знаете, такое часто бывает, когда закрывает дорогу мужчине к другой женщине, например. Или тут какая-то прям, я не знаю, психическая болезнь, страхи какие-то, фобии здесь есть, что-то может быть. А вот что он думает, когда смотрит твои фото и вспоминает твое лицо, да? Он сожалеет о том, что тебя теряет. Расходы – это потери всегда. И может быть где-то, если жадность тут играет какую-то роль, он еще как-то умудряется вот это прекрасное смешать с безобразным материальным, да, где сказать себе: мне с ней было так классно, но я с ней так много потратил, да, такие, кстати, люди бывают, да, вот, ну, это не щедрость, это какая-то вот есть, ну, есть какая-то вот момент такой, да, вот человек считает каждую копейку, зачем, почему, непонятно, если он просто счастлив, да, может быть. То есть это где-то, ну, это нижние миры доминируют, здесь частоты низкие, и здесь ему нужно работать со своими низкими частотами, с первой чакрой, второй и даже с третьей чакрой, потому что там, ну, на уровне воли у него все это будет решаться. Вот она воля, вот она сексуальная энергия, и вот он материальный мир. Первая, вторая, третья чакра. Вот если такого человека смотришь по полю, да,
то у него там прямо вот первом, третьем, втором, третьем узле это все прямо вот так выпукло, да, эти энергии, они же прям могут током бить или могут колоть очень сильно, по-разному проявляется. Хорошо, а что скажет высшие силы о бумеранге, который может ему прилететь? Как он может пострадать из-за того, что вот он такой и так поступает? Но будет ему не вести с женщинами. Пиковая дама. Может быть, не повезет с женщиной, со свободной женщиной в отношениях, может не вести. Будет вот такой одиночка, отшельник, отчужденец какой-то, отщепенец какой-то, да, вот такой. Ну, ущербное отношение с противоположным полом, извините, полем, ну да, поле, женщина, это что же поле энергетическое? Давайте более глубоко вот в его страхе, блоке и причины его молчания. Что-то вот разберемся, почему он такой какой-то, извините, вот скажу сейчас, тоскливый дятел, да, немножко с юмором. Ну, чтобы не оскорбить, да, ну, почему он такой тоскливый, да? Дятел или нет, напишите. Чего он боится в отношениях с тобой реально вот? Но он боится не свободы, и он боится открывать для себя что-то новое. То есть он боится трудностей, преград. И может быть изначально ты не боялся или не боялась как партнерша, но уже сама боишься. Потому что, вот знаешь, чужая паранойя, она ж как губка человек может впитывать. Если у тебя там фильтров нет, барьеров нет, защиты нет, то ты уже сам или сама боишься того же самого, что и он. Поэтому он боится быть несвободным и боится неизвестностей, трудностей и препятствий. А если у него вот травма из прошлого, мешающая открыться тебе, да? Да, эта травма может быть, кстати, сексуального характера. И, друзья, кто смотрит на негативное влияние, да, то могут быть тут закрыты дороги к другим женщинам. Но если вы знаете, что мужчина, ну, в принципе, такой вроде и ничего, а доходит до этого дела, и все, и он там теряется. Боится ли он твоей реакции, если появится снова? Я бы сказал, что ему важна твоя реакция, но он ее не боится. Он до нее еще не созрел. Он вообще до этого вопроса еще не созрел. То есть, нет, не боится, но и она ему важна. Действительно. То есть ты ему важна. И реакция важна, слышишь, да? А почему он выбрал вот отдаление, а не честный разговор, например, да? Ну, что он не понимает, что это серьезно. Не понимает, что эти отношения для тебя серьезные и для него в том числе. И он воспринимает где-то это инфантильно, как игру. Поэтому он, ну и, к сожалению, как не мудрый человек, вот он сейчас мудреет, только получает этот опыт. Он не понимает, что это не игра, не игрушки, да, это не казино, не лото, не забава какая-то и так далее. И если вот влияние извне, мешающее ему сблизиться, вот напрямую проверяем тот вопрос, который вас беспокоил, может быть, ну, магия. Но козлина есть. Поэтому, друзья, кто на магию пришел посмотреть, тот могут заблокировать его, закрывать, темниться. Особенно если он вам реально... Вот бывают такие отношения, где реально женщина кажется адекватной или мужчина. Только доходит до постели, все, начинается какое-то козление. Да, вот как козлина просыпается какая-то. Или какие-то обстоятельства. Там, или начинается там вот не хочу, не буду, и там то, вот все, избегание какое-то, прям как до истерики может доходить и у мужчины, и у женщины, без разницы, здесь что-то есть, понимаете. Окей, ну это уже более детально, это лично, смотрите, если что, фото и вперед смотрим. Хорошо, давайте тогда вот посмотрим его там планы, намерения, скрытые желания, вот такое вот, хочет ли он восстановления связи. Ну, тут пока что я вижу какой-то паралич, не знаю, то ли это темными силами, то ли это в его башке живет какой-то демон, да. Хочет ли он восстановления связи? Хочет ли он восстановления связи? Да, но это нужно лечить. Есть зелье какое-то, и может быть на восстановление связи что-то влияет уже, да, а это уже
влияние нужно как бы, ну, как говорится, клин клином вышибают, может его чем-то поить надо и так далее, может лечить. Но учитывая то, что есть зелье и дьявол, тут же мы как бы ложим карты рядом, то дьявол на зелье это может быть и приворот, а может быть это и алкоголизм, и опои и так далее. То есть все что угодно связанное с этим. Поэтому да, он хочет, но просто так это не будет происходить. Там, если вы хотите, и он этого резко захочет. Нет, здесь нужно работать с этим вопросом, с ним лично, с энергетиками его в том числе. Да. Если у него желание что-то исправлять, ну вот как раз и проверяем, есть ли у него это желание, да, с ним когда работать. Пока нету. Но он не видит как бы смыслов каких-то, может быть, чувствует какую-то пустоту внутри себя. И учитывая вот эту карту для мужчин, это поражение воли. Видите, район третьей чакры, помните, я говорил, ему надо первую работать, вторую, третью чакру. Вот она, третья чакра, как бесплодие идет. Могут быть, кстати, болезни сексуального характера, расстройства. У мужчин тоже, как у всех, да, бывает всякое. Представляет ли он о вас в будущем, вот как о паре, да? Представляет ли он вас в пару? Да, он мечтает как бы об этом, это у него есть в его голове, то есть эта иллюзия в нем живет. Но она живет в нем на уровне иллюзии, понимаете, да? То есть инфантильно-иллюзорно. Окей, то есть не твердо. Фантазирует, мечтает, но видите, по остальным картам он бездействует. И вот готов ли он к действию или только фантазирует? Давайте опять проверяем, да? Нет, не готов он к действию, это на уровне страхов идет, у него фобий. И он когда начинает фантазировать, он начинает бояться. Смерть это всегда барьер, всегда препятствия какие-то, да, и он, может быть, пугается до смерти, как говорится. В чем заключается его тайное намерение по отношению к тебе? Вот оно. Тайные намерения по отношению к тебе. Ну, здесь или он хочет тебя заколдовать, околдовать, либо провести на тебя какой-то магический обряд, шабаш. Но это намерение не светлое. Может быть, как-то на тебя повлиять с помощью группы лиц. Шабаш всегда слет темных сил, или сбор темных сил, или ковен темных сил. Поэтому, ну, что-то задумал не очень светлое. Поэтому будь внимателен, внимательна. Мужчина, если смотрит, женщина здесь может, ну, как бы настроиться на что-то несветлое, да. Может причаровать как-то, да. Таким вот образом. Хорошо, а вот что он будет делать в ближайшее время? Давай смотреть. Что будет делать в ближайшее время? Давай посмотрим. Сейчас быстренько поднимем эти карты. Появится ли он сам? Давай спросим. Может написать. Смотри, может написать, выйти на связь, будет писать, беспокоить, ну как бы доставать, да. В темечко, как говорится, клевать будет, поклевывать. Вот будут поклевки. Будет ли искать повод написать, выйти на связь? Давай смотреть. Повод будет искать или нет? Или без повода напишет? Напишет, позвонит. Ну, тут больше писать будет. По поводу или без повода? По поводу чего? Значит, смотри, будет очень сильно скучать и захочет тепла. То есть поводом соскучился, все, соскучился, скажет, я за тобой соскучился, что-то давно не виделись, вот такое вот. То есть поводом будет вот это, да, то есть не хватает тепла, соскучились, не виделись, давно не виделись, вот банальщина какая-то. Следит ли он за тобой в сети или через знакомых? Если и следит, то так, что ты об этом не знаешь, наверное. Да, следит. Через щелочку. Да, но так об этом ты не знаешь, только через карты видишь. А есть ли шанс, что вы пересечетесь вот случайно или не случайно как-то вот, ну не на дистанции как-то, да, там не через переписку или через окно, а вот именно вот столкнетесь лицом к лицу. Ну, шансы всегда есть. Да, и опять где-то, может быть, и даже на почве сексуального взаимодействия, и опять
все пойдет не так. Да, бывает. Надо лечиться. Но нужно что-то с этим делать. Если брови так густо растут, то значит что-то с этим нужно делать. Как-то с этим надо бороться. Да, есть такой шанс. Может быть, там туда-сюда, трали-вали, чай со льдом или лед без чая, неважно, да? Или шампанское со льдом, или шампанское без льда, или лед без шампанского. Но не получится. Да, вы пересечетесь, но не получится. Понимаете, сблизиться не получается у вас. У вас есть какой-то четкий блок по второй чакре. Видите, какие карты выпадают? Этот весь расклад, и он может быть диагностическим прямо, да. Просто и карты ж такие, тут часто они для диагностик. Но вы же сами видите, как выпадают карты, в какие моменты я задаю вопросы, какие карты выпадают. Даже сам козел выпал не просто так здесь. Хорошо. А вот когда можно ждать первых признаков его действия, да? Когда повзрослеет, когда станет настоящим мужчиной. Ну, а мужчины, когда увидят в вас настоящую женщину, да, тут обратное, да. И когда, может быть, излечит или снимет вот эти, извините, трусы верности, да. Когда, вот видите, здесь без трусов верности, штаны мужества, так сказать, сапоги воинства, да, а здесь трусы верности. Ну, что ты будешь делать, да? А что будешь делать? Пердеть да бегать в трусах верности. Все. Как-то так. Но бывает по-всякому, да, это же жизнь. А жизнь, она для того вам и дана, чтобы проходить разные испытания, и порой самые нелепые. Когда пердишь в трусы верности, а потом пук, и замочек отвалился, да. Такое бывает. Но это все шутки. Немножко, да, но в каждой шутке есть доля шутки. К чему все может привести, и вот что советуют карты тебе? Вот для чего, да, зачем, почему ты здесь? Каковы перспективы вашей связи в ближайшие месяцы? Ну, перспективы здесь неоднозначные. Как минимум, здесь, может быть, вылезет на свет очень много правды. И, может быть, и ты станешь для него более правдиво, более открыто. А мы тут о правде изначально говорили. И он что-то тебе, может быть, и откроет какую-то тайну, и какая-то тайна вот всплывет, да, вылезет на поверхность, и в связи с этим ваши отношения, может быть, откроют свое истинное лицо в ближайшие дни и время. И вот что нужно тебе понять о нем прямо сейчас? Маску проверяем. Ну, смотри, не все так плохо, как кажется, и, возможно, все, что не делается, к лучшему. Нужно дать себе свободу и свободу ему. Можно сделать паузу и понаблюдать. Понаблюдать, погадать, не погадать, да, понаблюдать за собой, за ним, позволить каким-то, может быть, приключениям, авантюрам и отпуску, и отдыху дать себе пройти, да. То есть, по большому счету, о нем тебе нужно дать понять, да, то, что дай ему свободу. Вот дай ему пока свободу, пусть вот мужает, да, пусть мужает. Если ты действительно будешь вот нужна, да, или нужен как партнер, партнерша, ну, равновесные силы судьбы, и он, как капитан корабля, выведет свой парусник к порту, да, или к гавани под названием «ты». Вот что будет, если ты первая сделаешь шаг, да, начнешь ты первая? Ну, было бы неплохо, карты советуют это сделать, но хуже не будет, давай так скажем. Даже если будет хуже, то это все равно будет от этого легче. У тебя освобождение здесь есть, поэтому делай первый шаг. Да, делай первый шаг, хуже не будет. Во всяком случае, будет меньше болеть сердце. А может быть, тахикардии не будет, может стенокардии, может давления не будет, а может просто успокоишься, да, вот. Ожидание хуже самой, поняли, да, вот ожидание этой карты хуже самой этой карты, вот. Ожидание этой карты хуже самой этой карты, поэтому делай первый шаг, ничего не бойся. Ты просто успокойся. А вот что посоветуют высшие силы для твоего сердца? Давай спросим, давай. А для твоего сердца, вот чем оно успокоится, да?
Ну, смотри, земля. Тебе нужно заземление, тебе нужна связь с землей, ходить по земле ногами, и тебе нужна устойчивость и точка опоры. Как минимум нужен отдых, спокойствие, неспешность и ощущение целостности и надежности. Может быть, тебе нужно укреплять финансовый канал, в принципе, и сконцентрироваться не на отношениях, не на нем, а на своей работе, бизнесе и самореализации, может быть, и на детях. Да? К чему ведет тебя эта связь по судьбе? Эта связь по судьбе тебя ведет к стабильности, к надежности, и рано или поздно, какой бы ни был этот мужчина, но рядом с тобой будет мужчина или женщина, которая действительно надежна или надежен, заслуживает тебя, из которой тебе будет спокойно, безопасно и счастливо, а главное, свободно и интересно идти к новым берегам твоей судьбы. Услышимся. До встречи. Пока.